Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие миленькие розочки. Я их буду использовать в нескольких уроках подряд. Это будет целая серия изделий, и если у вас есть предположение, что же это будет, пишите мне в комментарии, мне будет очень приятно почитать. Ну что ж, приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать атласную ленту с парчевой ниткой внутри, очень красивая. Она у меня 38 миллиметров. Будем считать, что она 4 сантиметра, чтобы не путаться. И для листиков я буду использовать ленту 1,5 сантиметра. Можете использовать любую, которая у вас есть. И сегодня я покажу, как я поступаю в случае, если лента у меня широкая, а мне надо сделать маленькие лепесточки. Для серединки я буду использовать, вот у меня такие деревянные бусины, они очень легкие. Можно использовать любые бусы, даже старые, которые есть. И проволоку. Проволока у меня 3 миллиметра, если кого-то 0,3 миллиметра, извините, если кого интересует, но также можно использовать любую. Главное, чтобы закрутить бусину, чтобы было удобно собирать розочку. Работу я начинаю с того, что подготовлю серединку для розочки. Я беру бусину, одеваю ее проволоку, сгибаю посередине и прокручиваю. И беру ленту, как я уже говорила, она у меня широкая, мне нужна узкая лента. И разрезаю ее пополам. Вот таким образом. И теперь беру, тут у меня получается почти 2 сантиметра. Чуть-чуть меньше. И теперь я отрезаю отрезки примерно 2,5 сантиметра. Я это делаю на глаз, чтобы не квадратик получился, а прямоугольник. С одной стороны и с другой. Таким образом я использую всю ленту и ничего не выкидываю. Беру ленту и закругляю уголки. Вот таким образом. Беру свечку и начинаю обрабатывать ленту. В этом случае я предпочитаю свечку, так как зажигалкой не совсем удобно работать. Беру пинцет и делаю встречную складочку с одной стороны и с другой стороны. И также закрепляю огнем. Чтобы вам лучше было видно. Используем нижнюю часть огня, чтобы лента не чернела. И делаем встречную складочку. И вот так я подготавливаю все лепестки. Листики я беру ленту и также на глаз нарезаю. В зависимости, вы хотите больше листики или меньше. Сгибаю ленту пополам. Все очень маленькое, поэтому надо работать аккуратно. И прогреваю серединочку.
И ножницами вырезаю форму листика. Вы видите, совсем маленький листик получился. Обжигаю и растягиваю края. И делаем маленькую складочку. Получаются такие листики. Начну с того, что покажу, как делать вот этот маленький бутончик. И постепенно перейду к большой розочке. Беру свою проволочку с бусиной и беру лепесточек. Они у меня одни больше, другие меньше, поэтому для середины я выбираю маленький. И наношу клей в серединку. Подклеиваю бусину. И вот таким образом заворачиваю, чтобы у нас получился закрытый бутончик. Придерживаю пальчиком, пока приклеится. И подклеиваю вторую часть. Наношу клей. И вот у нас получается закрытый бутон. Даю клею закрепиться, а нижнюю часть просто подклеиваю клеем. Так, что-то у меня с пистолетом случилось. Секунду. Угу. Наношу клей. И чтобы меньше места все занимало, я вот прижму все. И вот у нас начало бутончика. Беру следующий лепесточек и теперь бутон укладываю вот этим срезом, который мы склеивали, в серединку. Вначале бутон надо подклеивать к серединке, затем не надо будет больше. И наношу клей. Подклеиваю одну сторону, также закручиваю, чтобы у нас вот получился бутон розы красивый. И вторую сторону. Такой маленький красивый бутон получается. И также низ просто подклеиваю. Вот уже маленький бутон получается. Очень аккуратный. Примеряю следующий лепесток. И теперь наношу клей только вот на края. С одной стороны и с другой. И даю клею закрепиться. Подклею еще один лепесток. И получится, что у нас маленький бутон готов. Сначала примеряю. И затем наношу клей и подклеиваю. Следим за тем, чтобы высота была одинаковая, чтобы один лепесток не торчал выше, другой ниже. И вот наш маленький бутончик готов. Беру следующий лепесток, также наношу клей и подклеиваю к бутону.
Получается, чем больше лепестков, тем больше сама роза. Меня обычно спрашивают, сколько конкретно лепестков в какой-то розе. Я никогда не считаю, делаю практически все на глаз. Перед тем, как приклеить, всегда примеряю лепесточки. И роза становится больше. Лепестки накладываю как бы один наполовину на другой. Так они очень красиво смотрятся. Клей наношу на нижнюю часть лепестков, чтобы верхняя была свободна и роза выглядела пушистой. Вот у нас получается уже розочка побольше. Извините снова за соседей, как всегда они шумят. Как говорят, соседи не выбирают. Лишний клей убираю. И вот что у нас получается. В этом цвете розочки смотрятся очень красиво. Я заказала эту ленту для пробы, она мне очень понравилась. И уже заказала другие цвета. Конечно же, золотой, голубой, красный. Поэтому много чего интересного и красивого буду делать. Буду из этих лепестков несколько изделий делать, поэтому решила вам показать, как делать розочки, чтобы не было потом лишних вопросов. И вот вы видите, какая получается розочка. А если добавить еще и листики, то совсем красиво. И продолжаем подклеивать нужное количество нам лепестков. Мои розочки готовы. Листики я не подклеивала, так как буду их подклеивать на готовом изделии. И вы видите, какими они получились. Надеюсь, вам сегодняшний урок мой понравился и был полезен. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.